На самом дальнем отшибе ада, вдали от других демонов и владык, властвует демон-аристократ Иолиан, по совместительству наш главный герой. Однажды на территории владения его верная слуга Джульетта находит раненую судьбоносную девушку. И то, что она ему сказала, стало триггером к тому, ради чего он пройдет 18 кругов ада и по дороге встретит сильнейших боссов, которых частенько нужно будет наказывать клубнично. А как же все закрутится и чем закончится эта клубничная история, вы узнаете далее. Не забываем, что полный обзор со всеми вкусными вырезанными сценами можно посмотреть на Бусти. И в трибют. Игра начинается со сцены, в которой наш главный герой Иолиан, как обычно, отлынивает от своих обязанностей и развлекается со своим суккубом Юю. Но во время кульминации дверь выбивает Джульетта, наша правая рука и мозг. Она, несмотря на то, что мы ее повелитель, не прочь иногда вправить нам мозги, к примеру, хуком с правой, а иногда и с двух ног. Но когда доходит дело до клубнички, она покорна. Джульетта сообщает, что сходила на обход территории, ибо мы, как обычно, отлыниваем, и нашла там раненую девушку, которая оказалась дочь самого владыки демонов. Наш ГГшечка сразу понял, что пришли приключения на жопу, и хотелось бы от них побыстрее избавиться. Неспроста владыка демонов лелеял, воспитывал и никого не подпускал к своей единственной дочери. Ну ладно, пойдем к ней. И вот она, принцесса Флоу. Дерзкая, опасная, не... Это не про нее. У нашего главного героя сиськи и женские письки на первом месте, так что как рассмотрел ее, так и захотел. Не, ну серьезно, главный герой во все отверстия лезет, и кому не важно. Нас Джульетта напоминает ему, сделай что-то с ней, и потом тебе владыка демонов яйца оторвет. Ну окей, тогда подлечите ее и отправьте обратно. Суккубчик по имени Юю оказывается медиком, и во время лечения принцесса признается нам, что не хочет возвращаться домой. И вообще, она сбежала на край ада, чтобы не жениться. Ее матушка хочет выдать ее замуж за того, кто пройдет все 18 кругов ада. И если поподробнее, то владыку достали письмами руки и сердца к ее дочери. И она сделала объявление сразу всему аду. Ад подготовит 18 кругов испытаний для любого мужчины, осмелившегося свататься к моей дочери. И тот, кто пройдет их все и войдет в чертоги владыки демонов, будет иметь право попросить руки и сердца моей дочери. И чтобы вот этого вот не случилось, она избежала. Но когда наш главный герой все это услышал, его глазки засверкали, и у него появилась идея, как официально забрать принцессу себе. Ну и после залезть к ней в панцу. Решение простое, надо просто самому пройти со своей командой и принцессой все круги ада и доставить ее обратно в чертоги владыки. А там уже можно и самому спросить у ее матушки руку и сердце ее дочери. И так как Флоу наотрез отказывается выходить за незнакомцев, то во время пути принцесса и наш Иолиан будут знакомиться и сближаться. План надежный, как швейцарские часы. А если я не полюблю вас даже когда мы придем туда? Тогда я сам выведу тебя оттуда, даже если придется вырваться из самих глубин преисподней. На то мы порешали. Просим Джульетту сейчас же собрать запас еды и воды. Она, конечно, это сделает, но для начала нас снова нокаутировала. Ибо времени мало, дел много, а мы бесполезны. Приходим в себя, и Ю излечивает нас со словами «Болька-болька, улетай». Это слышит Флоу и запоминает. Сыграет это еще свою роль, сыграет. И вот, команда, состоящая из 4 демонов, двинулась во дворец владыки тьмы. В самой игре нас учат особенностям геймплея, а если вы еще не поняли, то это рогалик. Право показывает на каком-то кругу ада, нам нужно пройти 18. И с каждым уровнем мы получаем золотые слитки, которым мы улучшаем себя и разблокируем новые пассивки на костях. Каждая девушка имеет свои кости и свои пассивки, а мы же имеем еще и усиление способностей на всю игру, типа контроля броска или призыва снаряжения. Из этих 3 девушек я выбрал себе статную училку Джульетту, так что я всю игру прошел за нее. Извините, грешного, даже других не попробовал. Но она же хороша, да? Напишите, кого выбрали бы вы: застенчивую принцесску, ничего не умеющую, но чистую и невинную, развратного суккуба, который согласна на все и побольше, или пунктуальную демоницу, которая соблазнительна, но в то же время опасна. Она будет верным спутником, но если что-то и по голове может съездить. Так в чем же сложность спуститься вниз к замку? На каждом кругу ада будут врата ада, их всего 18. Охраняют их сильные демоны-демонессы, но даже среди них существуют 4 особые твари, которые будут самым сложным испытанием. Но думаю, для нашего главного героя они не более чем повод отклубничать сильную тварь. Подходим к первым вратам, которые охраняет молодая девушка с головами псов.
некий Цербер. Этот молодой песик подумал, что к ней пришли туристы, и уже растаяв от мысли раздавать автографы, она слышит следующее. Эту особь надо хорошенько отмудохать. После чего начинается бой. Бой происходит посредством автобатлера, и все в бою зависит от силы вещей. Помочь себе тут можно только хилкой. Иногда можно попасть в лавку. Откуда она тут? Это все Юкай. Она видит выгоду и сразу же оказывается там, где есть нужда и деньги. Побеждаем нашу первую собачку и знакомимся с Бенниори, странствующая купец леса. Мы поняли, что от нее не отделаться, она будет идти за нами, так что просто пошли дальше. Вечерком замечаем, что принцесса устала и делаем привал. Юю и Флоу ушли искать воду, а наш главный герой намекает Джульетте, что стоило бы немного расслабиться. Но получаем категорический отказ. У нее куча дел и все такого. Но наш герой делает короночку, от которой нельзя отказаться. Джульетта, побудь со мной, я так старался пройти эти врата, ну дай награду, плиз. И это сработало. Вот она, уже на коленях. Замечаем ее хвостик и видим, что она не такая уж и черствая. Если, конечно, знать, куда надавить, то она сразу становится мягкой. Ну, одной приятной награды спустя мы заканчиваем с ней, и она снова приходит в себя, как будто ничего и не было. Ведь немножко позже мы сразу же получаем по голове, когда опять чуть не проговорили с невинной Флоу, что мы делали с Джульеттой. Обычные круги ада я буду скипать. Там практически одни и те же модельки. Остановимся только на тех кругах, где суперсильные враги. Пройдя к третьим вратам, Юю замечает знакомую. Ей оказывается слизь. По меркам слизи она тот еще гений, но по меркам людей она забывает почти все через какое-то маленькое время. Она сильная слизь, которая умеет говорить и принимать форму человека. Тут это большая редкость. В разговоре узнаем, что она одна из 4 элитных адских стражей, и со словами «Мы тебя как следует отславим» начинаем бой. По ходу боя не забываем доводить девушку до 200 очков возбуждения, а также пользоваться моментом, чтобы пиксельно их отклубничивать. Это снижает скорость атаки. После победы, подойдя к подбитому слайму, происходит взаимное отклубничивание. И это, конечно же, достаточно красиво, только дома такое не пробуйте. В 3D-мире слаймы не такие. Вечером в лагере Юю, Джульетта и Флоу общаются то о сексе, то о прошлом. И Юю ненароком так намекает на бесполезность принцессы. Ладно. Пройдя 5-е врата, снова ставим лагерь. Джульетта учит Флоу быть полезной, а мы учим Юю, как правильно общаться с принцессой. Ибо и Олиан узнал о словах Суккуба, когда она говорила про бесполезность Флоу, и решает ее наказать. Хорошенько вбив в нее правильные мысли и закончив с ней, она, покосившись, уползает в палатку. Рассказываем Флоу о том, что с Юю все в порядке, ей даже было очень хорошо. За что нам прилетает с 2 ног от нашей демонессы. Следи за словами перед Флоу, она слишком чиста для таких выражений. Флоу, посмотрев, как наша душа уходит в мир иной, говорит: «Болька-болька, улетай». И у нее получается нас излечить. Она изучила лечебную магию по одному действию Юю. У следующих врат очередные кривляния и удары по нашему главному герою приводят к тому, что одна тентаклеобразная девушка Глория крадет принцессу. Флоу висит как ногами, а тентаклер закрывает ей рот. Удар Иолиана заставляет отпустить Флоу. Она падает прямо к нему в руки, краснеет, и после чего наш главный герой разозлился. Они троем нацелились на жопку Глории, а та сбежала даже от такого. Догнав ее у самих врат, главный герой решил стереть самодовольную улыбку с ее лица и вступает с ней в бой. Но на удивление во время боя и проиграл, и еще раз проиграл. Но ты же знаешь, что такое безумие, да? Спустя пару выражений мы побеждаем. Но Глория на грани поражения сдаваться не захотела, и это очень зря. Отправив всех своих девушек подальше, Иолиан набрасывается на стража, хватает ее и со злым выражением лица начинает выбивать из нее поражение. Скажу так, нефиг трогать Флоу. Вбив такие же мысли ей в голову, она теряет сознание. Просыпается она уже на кровати нашего главного героя, после чего смягчается и все же открывает ворота. Перебив еще парочку сильных тварей, наш Тима проходит и 9-е врата, тем самым отказывается уже на середине пути. К вечеру Джульетта накормит всех и уходит в палатку, где загоняется о делах и вещах, а также выпивает бокальчик другой адского винишка. А ночью ей не спится. И поняв, что спать ей мешает возбуждение, она, не придумав ничего лучше, пытается избавить себя от этого состояния прямо на месте, за спинами у своих коллег. И это играет с ней плохую шутку, ведь как только она зашевелилась в том направлении, наш главный герой тут как тут, и теперь ее отклубничают прямо за спиной Флоу и Юю.
Так, пойдемте дальше. 10-й круг ада встречает неожиданной встречи, где появляется Человек-коза. Она случайно пугает принцессу и решает от стыда просто разбежаться и спрыгнуть со скалы. Но и Олиан с девочками останавливает ее, и после неловкого разговора, из которого стало понятно, что она стеснительный, неуверенный адский страж, мы начинаем с ней бой. Конечно же, мы побеждаем ее, и после победы Грин начинает сильно плакать о своей бесполезности. И по приказу Иолиана все снова уходят. Даже в таком положении герой подходит к ней и присовывает. Но она продолжает плакать, и оказывается, что ее внутрянка слишком глубокая даже для нас. Но у нас на такой случай есть вариант. Мы просто активируем свою скрытую демоническую форму, чем заполняем ее полностью. На утро, после тех телодвижений, она оказалась сломана. И все. А ключ-то где брать теперь, Блэд? Ну, наш главный герой предлагает план. Раз Грин подошла так близко из-за того, что не могла оторвать глаз от принцессы, может и сейчас ее милая личка вернет ей сознание. Они это делают, и свет ее лица выбивает из сознания всех. Ладно. Мы уходим и уничтожаем по дороге еще и 12-е врата. Ага, а после этого мы слышим, что мы нравимся Флоу. Я стесняюсь, она стесняется, но Ю-Ю и Джульетта шутят над этим. Ха, они так близко стоят, что-то тут нечисто. И Ю-Ю приходит в голову гениальная идея. Пора научить Флоу суккубовским штучкам. Берет, вырубает и несет нас за шкирку в палатку. Снимает с героя все и сажает рядом Флоу. Так, Флоу, смотри. Одно обучение приятному делу спустя, Флоу становится экспертом. 16-е врата также пали, и вечером главный герой решил поклубничаться с нашей суровой Джульеттой. Принцесска с Ю-Ю захотели в то же время глянуть, как клубничат Джульетту. И подсмотрев, они увидели ее в очень эффективной позе, где они уже заканчивали. И вот в окончании на второй вход Джульетта замечает их. И попрощавшись с белым светом, она выносит Ю-Ю с одного удара. Ладно, перемещаемся в следующий день, где 17-е врата успешно были пройдены. Нам осталось только финальное испытание, и нам тихой поступью подходит Бениори. И по итогам разговора наш главный герой нанимает Юкая организатором свадьбы. Но тут землетрясение и бабах! Палатка уничтожена, а мы своим щитом спасаем девушек. Пару секунд спустя мы видим перед нами матушку, саму владыку демонов. Вместе с ней прилетает и Дарвина, первая из сильнейших тварей преисподней, и наше окончательное задание. Матушка говорит спасибо за спасение дочери, а то я взорвала дворец владыки. И если бы что-то случилось с дочерью, то я бы разнесла весь ад. Узнаем, что владыка та еще фемка. Говорит, хоть ты и мужла, но хоть какая-то тебе была польза. Флоу выходит на защиту Иолиана, а владыка идет к дочери, чтобы ее забрать. Наши бравые демонессы вступают на защиту Флоу. Мы не отдадим вам ее. Отдайте! Нет, уходите отсюда. Что? Дарвина, приступай к казни. Дарвина в то же время почувствовала, что нас таится неизведанная опасная сила и просит помощи у владыки. Ладно, я сделаю все сама. И вот, когда она уже хотела стереть всех с лица ада, Флоу вышла и такая: «Мама, не надо!» Наш главный герой встает перед ней, и мы говорим, что берем ее в жены. Пукан мамки порвался в этот момент, но Иолиан не стал отставать и скривился в страшной гримасе и выдает фразу: «Сегодня, похоже, пойдет владыка ада. Твоей власти придет конец». Два высших демона вот-вот вступят в смертельную битву, но колокольчик Юкая парализует всех, после чего говорит: «Не надо так, иначе может случиться только хуже». Иолиан прошел испытание честно, и если вы его убьете, то другие мужики подумают, что условия не выполняются, и решат, что убить принцессу будет легче всего. Ну, в общем, порешали они так. Наш главный герой сражается с Дарвиной. И если он проиграет ей, то и так заберут дочь. Владыка демонов улетает, но прилетает удар Дарвины. Дарвина — падший ангел, а логика у падших ангелов, как у обычных ангелов, одна и та же. Ради бога уничтожать врагов без раздумий. А теперь ее бог — это владыка демонов, так что ради него она готова на все. Заодно, во время разговора открылись подробности того, почему наша принцесска была с ножевым ранением. Дарвина тогда все-таки нашла Флоу, и вместо того, чтобы спасти и довести ее до замка, она ударила ее ножом, чтобы показать, как мир за стенами замка жесток. Пиздец, логика у ангелов.
Даже Юкай в афиге. Ну что ж, со словами, что нужно поквитаться с ней за то, что она ударила ножом Флоу, лавка Юкай открывается и начинается бой. В этом бою нам приходится очень много уклоняться от капканов и прочих ловушек. Достаем лучшую броню, возбуждаем ее до предела и даем ей бой. После нашей победы Дарвин не намерена принимать эту победу и, подойдя вплотную к нам, вставляет прямо в плечо свой клинок, чем самым пригвождает нашего героя к земле и парализуя. Пользуясь такой ситуацией, она залезает на нашего главного героя и ставит непроницаемый барьер. Оказывается, если ангел будет заниматься клубничкой с демоном, то он может стереть ему память. А если смотреть ангелу в глаза, то демон еще будет и парализован. Наш главный герой при смерти, он почти повержен и отклубничен. Да и глаза застилает багряная пелена из-за потери крови. Но из последних сил главный герой пытается скинуть ее с себя, но только рвет на ней одежду. Силы угасают, но, знаете, наш главный герой тот еще извращенец, и пытаться стереть ему память через отклубничивание была ее ошибкой. Он перехватывает инициативу, хватая ее, тем самым ломается. Барьер падает, и Джульетта с двух ног сбрасывает ее с нас. А мы тем временем понемногу умираем. Но Болька-Болька, уходя от Флоу, спасает нас, а Ю-Ю и Джульетта утащили Дарвину на переобучение. Ох, какие вещи они с ней только не делали. Наедине принцесска взяла нашу руку и признается в нежных чувствах, а также говорит: мое сердце принадлежит вам. И чтобы у мамы было меньше вопросов, она сама делает нам предложение. Господин Йолиан, станьте моим мужем, я хочу провести с вами всю свою жизнь. Мы обнимаем принцессу и говорим, что мое сердце так принадлежит вам. Встречаем Ю-Ю и Джульетту, они показывают нам сломанного падшего ангела и говорят, что теперь она исполняет любые приказы. Даже ангельский барьер включает и выключает по команде. Принцесса пошла размещать ангелов в палатке, а мы остались наедине и говорим, что теща не так просто согласится на свадьбу, так что все-таки последний босс это она. На утро все понимают, когда начнется бой великих демонов, всем лучше быть подальше, а также под защитой. И вот, до свадьбы осталась одна теща. Заходим к ней прям с двух ног и говорим, что всех ваших стражей мы победили. И, к слову, мы решили пожениться, так что дайте нам свое благословение. Владыка не верит и говорит: ты такой же мужлан, как и другие. Ты сделаешь ей плохо, больно и все такое. После чего мы понимаем, что когда-то с ней сделали так же. Так что теперь она эту боль вымещает на нас. И в нашу защиту Флоу говорит, что сама сделала нам предложение пожениться. Это ломает владыку, после чего Маман делает последнее испытание. Победи меня! Бой начинается. Среди орд разных монстров мы видим, что уже почти все поля засеяны мобами и очень сильными. Свободных клеток почти не осталось, но даже это не остановило нас от победы в бою над владыкой. Открывается красивый арт, в котором она отказывается проигрывать. Но вы же помните, что мы добьемся своего. Так что выкатываем тяжелую артиллерию в виде Дарвины. Она раскрывает свой ангельский купол, и мы набрасываемся на владыку. Наверное, выбивать всю дурь своей же тещи с помощью клубнички наилучший способ, зато эффективный. А то, что находится в барьере, то и останется там же. Снаружи ничего не видно. Превратившись в свою полную форму и приумножив в силе, длине и мощи своего аппарата, начинается бой, но уже в другом формате. Силой убиваем из нее всю дурь и не понимаем, как наш демонический лом поместился. А что происходит с ее животом, это жесть. Можно это, кстати, заценить на бусте и трибьюте. Закончив с ней, она тоже ломается. И начинается вторая фаза боя, где уже мы сами на доске идем к ее концу. Еще раз побеждаем и понимаем, что мы при смерти. Нас начинает лечить Флоу. И тут кое-как встает теща. Мы приготовились еще раз ее побеждать, но она говорит: делайте что хотите, и падает на пол. После всего этого просыпается Дарвина. Ю-Ю решает снова ее проучить, а наш главный герой тоже падает без сознания. Свадьба. Смотрим, что у них там происходит на свадьбе, и видим Иолиана в идеальном костюме. После чего находим Флоу, которая выглядит как богиня. Ой, мы же в аду. В процессии свадьбы каждый поверженный адский страж в виде желейки, тентаклей и барашка поздравили наших молодоженов. Да даже Дарвина пришла, хоть и с промытыми мозгами. Мама Флоу и наш Иолиан снова ссорятся, но улыбка Флоу врубает обоих. Ой, потом начинается катсцена брачной ночи. Невидная леди подверглась отклубничанию со всеми вытекающими последствиями для Бусти. И титры. Но это не конец.
сцена после титров. За Иолианом объявила охоту Джульетта, и начался бой против нашего героя. Он проигрывает в этом бою, и его хватают за шкирку и тащат в комнату. В этой комнате на него сразу же накидывается Юю, которая берет под опеку Лом. Джульетта подсовывает ему бумаги, а Флоу так просто для компании. Поговаривают, что таким образом они до сих пор заставляют его работать. А потом наш главный герой за такую наглость отомстил сразу 3. Конец.